Если ты не знаешь, чем тебе заниматься, какое дело начинать среди множества возможностей, существующих в современном мире, то сегодня в этом видео мы с вами выведем формулу, такой себе фильтр, как найти дело, которым ты можешь заниматься и которое будет приносить тебе доход. Ислам позволяет женщинам не работать. На них нет обязанности обеспечения кого-либо, а их собственное обеспечение Аллах возложил на мужчин в ее окружении. Но порой женщина задумывается о своем собственном доходе и своей самореализации. И это не только дозволено, но и может стать способом служения Аллаху. Ведь мы знаем, что любое дело, сделанное с намерением ради Аллаха, становится поклонением. Мотивацией к стремлению к самореализации могут быть не только деньги, но и реализация себя в этом мире, стремление приносить пользу себе и людям. Мы хотим попасть в рай, мы знаем путь достижения этой цели, так ведь? Мы все знаем, что если будем выполнять повеления Аллаха и приносить благо, пользу другим, то, иншаллах, мы идем по пути, ведущему к раю. Поэтому наша самореализация тесно связана с религией. Давайте же разберем формулу поиска дела, которое принесет тебе удовольствие, успех и даст возможность получать халяльный доход. Она состоит из 5 факторов. Первое. Дело должно тебе нравиться. Второе. Ты делаешь это хорошо. Третье. Оно нужно людям. Четвертое. Оно уже было отмечено другими. Тебе за него платили когда-то, либо, может быть, хвалили или давали какие-то награды за это. И пятое. Дело должно быть халяль, то есть соответствовать шариату. Без этого никуда. И вот когда все эти 5 факторов пересекаются, именно там и находится твое место силы, твое дело, которое ты будешь делать с удовольствием и в котором есть возможность для роста и заработка без нарушения шариата. Формула простая, но нужно собраться, сосредоточиться, взять листик бумаги, ручку и начинать писать. Что я вам советую сейчас сделать? Значит, смотрите, что мы пишем. Пишем первый столбик. Выпиши все, что тебе нравится делать. Вот все-все. Спорт, вязание, рисование и так далее. Вот все, что тебе нравится. Второй столбик. Выпиши все, что ты умеешь делать, все свои прикладные навыки, дипломы, курсы, которые ты когда-либо заканчивала. То есть часть из первого списка ты переносишь во второй и также добавляешь его тем, что ты, может быть, какие-то курсы, дипломы или что-то такое. Может быть, в этот момент ты вспомнишь, что какой-то там у тебя, ты курс какой-то проходила, о нем совершенно забыла, и тогда добавишь его в первый столбик тоже. Дальше идет третий столбик. Выпиши, за что тебе когда-либо платили или вручали какие-то награды. Ну а если уже ничего такого нет, то вспомни, может быть, тебя когда-то за что-то хвалили другие люди. Составь это третий столбик. Теперь смотри, из этих 3 столбиков выпиши то, что есть во всех столбиках или примерно совпадает по смыслу. То есть некоторые дела будут повторяться, возможно, либо примерно по смыслу похожие. И вот составь 4-й список из этих всех 3. С ним будем работать дальше. Теперь выбери из этого столбика 4-го то, что нужно людям, чтобы им принесло пользу. И теперь тот список, который получился, проверь на соответствие халяль, то есть занятие должно быть дозволенным шариатом. Таким образом ты увидишь, куда направлять свою энергию и в каком направлении двигаться. Но не спеши, ты можешь закончить свой список не сегодня, да, может даже и не завтра. Пускай он у тебя лежит, и когда-нибудь, если ты вдруг что-то опять вспомнишь, просто допиши, в какой нужно столбик, и проделай всю эту фильтрацию снова. А если же ты уже чем-то занимаешься, то просто прогони это свое дело, которым ты занимаешься, через эти 5 пунктов, чтобы быть уверенной, что в этом есть благо, потенциал и что оно не противоречит законам ислама. Вот такой фильтр способностей у нас получился. Попробуй вывести то самое дело, в котором есть развитие и польза, и начинай предпринимать маленькие шаги. А для вдохновения, мотивации действовать можешь посмотреть мое видео, в
в котором я рассказываю, как изменить свою жизнь в рамках исламских ценностей. Это очень полезное видео, мотивирующее, вдохновляющее, и я оставлю ссылку на него здесь, в правом верхнем углу. Возможно, оно вдохновит тебя и подтолкнет к действиям без страха и сомнения. Ну а сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите в комментариях, какое дело у вас получилось в итоге этой фильтрации. Или пишите, чем вы уже сегодня занимаетесь. Может быть, кто-то ищет именно тебя. А у меня на сегодня все. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Увидимся в новых видео. Пока.